До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и это, я думаю, отличный повод, чтобы подвести итоги уходящего 2024 года в CS2. Но не думайте, что это будет банальный пересказ всего того, что добавили в игру. Нет, я поведаю вам вдобавок информацию, которая, скажем так, осталась за кадром, и по большей части она касается античита, багов в игре и отношению разработчиков к сообществу игры. Но для затравочки попробуйте отгадать, что сейчас происходит на экране. Может, это пинг? Или же это какой-то хитроумный чит? И пока вы задаетесь этими вопросами, глянем на спонсора. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Да, я понимаю, что навел интриги, но начать я хочу с другого. И не волнуйтесь, мы обязательно к этому вернемся. Давайте лучше для начала разберемся с контентом в игре, который выходил за весь 2024 год. Мы по сути получили два крупных обновления, а это возвращение гонки вооружения и арсенал. Вдобавок мы получили 3 карты от самих разработчиков, включая 2 новых кейса и 8 коллекций, 2 из которых имеют в себе новый косметический предмет в виде брелка. И это не считая музыкальных наборов и 2 турнирных обновлений с наклейками. Я уж молчу про мелочи, такие как новая кастомизация наклеек и новая анимация поражения в игре для агентов операции. И вы знаете, получается так, что разработчики на удивление перевыполнили план по контенту в CS2. Если, конечно, сравнивать последние 3 года в старушке CSGO. И хоть это, возможно, далековато от идеала, но тенденция действительно хорошая. Хотя я изначально готовился вылить кучу негатива, так как мы не получили праздничного обновления, в отличие от других игр от Valve. А это Dota 2, Team Fortress 2 и даже Sunny Deadlock. Повторюсь, Sunny Deadlock, где сейчас максимальный пик игроков составляет не больше 20 тысяч человек. В отличие от CS2, у которой 1,5 миллиона, и которая является самой прибыльной игрой в Steam, потому что принесла разработчикам самый высокий доход за год. И вот тут-то и начинается обратная сторона медали, а именно странное отношение разработчиков к комьюнити CS2 и неправильное распределение своих ресурсов. Это, конечно, далеко не секрет, но в этом году я лично столкнулся с данной проблемой. Ради эксперимента решил побыть хорошим парнем, уважающий труд разработчиков. И в течение года стандартными способами, которые предоставили сами разработчики, сообщал им о критических багах, при этом не вынося их на публичное обозрение. Реакция на репорты была абсолютно нулевая, а баги фиксились лишь спустя месяцы только потому, что их потом находил какой-нибудь чел в Твиттере или на Ютубе, который распространял его на всеобщее обозрение. Ну а последней же каплей для меня стал самый лютый баг, последствия которого всему сообществу удалось избежать. Он давал просто огромные возможности для веселья в соревновательном матче, от ВХ до бессмертия. И передо мной стоял выбор: залутать просмотры и испортить огромное количество каток в CS2 или вновь сообщить разработчикам. Как вы могли догадаться, это был мой последний репорт. И просуществовал этот баг чуть больше месяца, и мы о нем знали с самого начала. Появился он после обновления с арсеналом и давал возможность благодаря файлу GameInfo изменять файлы игры и даже прописывать SV-cheats в соревновательном матче. Ну а пофиксился он благодаря этому человеку, потому что он решил пойти не совсем стандартным путем и сообщил о проблеме Погу, а тот передал разработчикам. Прошло не больше 24 часов, как
как его пофиксили. И вы думаете, была какая-то благодарность? Или этого человека, может, отметили в чейнджлоге, как это бывает у разработчиков? Вовсе нет. И в этом кроется проблема. У разработчиков есть любимчики, и даже их иногда они не слушают. То есть, если вы простой игрок, и у вас нет твиттера, и вы не являетесь любимчиком Valve или киберспортсменом, можете даже не пытаться что-то отправлять. И да, мы все люди ищем во всем конкретно свою выгоду. Это нормально. Если стоит выбор, я не знаю, залутать условно просмотры или сообщить разработчикам, где ничего не получишь, очевидно, в приоритете будет стоять первое. Так что за 2024 год я ставлю жирный минус за связь с сообществом. Ну и, конечно же, для себя лично сделал определенные выводы. Ну а теперь же, наконец-таки, возвращаемся к загадке. Ну что, еще не определились с ответом, почему так происходит? Дам вам еще чуть больше информации. Пинг у всех игроков был стабильный, и нет, это не баг демки, так как в самом матче происходило то же самое. Я бы и рассматривать ее не стал, если бы меня не убивали после того, как я захожу за стенку. И вот вам второй моментик. О да, он намного жестче, чем первый. И все эти странные убийства шли лишь от одного игрока. И, конечно же, первая мысль, которая пришла ко мне после горения очка, это подозрение на читы. Слышали ли вы когда-нибудь о такой функции в читах, как бэктрекинг? Фишка данной функции – это откатывание позиции противника для читера. И да, данная функция выглядит именно так, как на демке, что я показывал. Вот вам, кстати, третий момент с этого матча, который наверняка вопросов у вас не оставит. И дабы докопаться до истины, я попытался добавить данного человека в друзья и лично его расспросить. И если бы подозрения подтвердились, то, возможно, сейчас его ник был бы скрыт на данном ролике. Но, увы, правды мы не узнаем, потому что есть еще одна проблемка, и именно в CS2. Такие ситуации могут появляться и у обычного игрока без читов. Да что там таить, и у меня было пару моментов. Конечно, правда, они встречаются намного реже, чем у этого парня на демке, но все же. А все потому, что долбанный саптик. В одно время, казалось бы, гениальная идея, а на деле просто тихий ужас. Надкод CS2 с одной стороны может дать вам все, а с другой опустить вас ниже плинтуса. Благодаря чему вы можете попасть на один сервер, где у вас просто все попадает в цель, а уже на другом вы будете редкостным нубом. И вроде бы стало передаваться больше информации, но появилось больше погрешностей, от чего и античит может справляться через жопу. Вот, кстати, из недавнего. Снова на пару дней участились случаи, когда VAC Live 3.0 останавливал матчи и давал баны на 24 часа всем неверным. Но проблема все та же. Он снова банил и честных игроков. Ну а нечестные быстренько просали, как обойти новую ситуацию с VAC Live. Ну и кто в итоге-то победитель? И вот 2024 год на самом деле показал еще и политику Valve по отношению к читерам, которой, возможно, они придерживались все это время. А все благодаря таблице лидеров в премьере. Короче, паста про то, что разработчики в курсе, кто читер, а кто нет в этой игре, вовсе не слух. Они действительно знают, кто читерит. И даже если у тебя 24 листа доказательств о том, что игрок читер, и ты отправляешь на него репорт, предоставляя исчерпывающую информацию, через некоторое время видишь, что он спокойно себе чилит на аккаунте без вакбана. А все потому, что, по всей видимости, для Valve решение вручную забанить игрока – это самая крайняя мера. Они из кожи вон будут лезть, чтобы данного читера задетектил именно античит. Либо для того, чтобы отправить его в бесконечный отпуск, либо же отделить от остальных игроков, чтобы данное существо играло с такими же, как он. И в плюсе вроде бы все. Онлайн-статистика не просядет, а читеры не будут слишком сильно и быстро эволюционировать, находя новые обходы. Но, увы, такой
такой метод занимает больше времени и больше способствует горению очка. Потому что нам, людям, нужно видеть прям мгновенную кару. Особенно, если мы на 100% уверены, что игрок читерил. И если здраво поразмыслить и сравнить все промежутки 2024 года, да, действительно, читеров лично мне стало встречаться меньше. Не скажу, что прям сильно мои встречи с ними сократились, но хотя бы видно результат. Но боже мой, какой же он, сука, долгий. И поэтому в целом, на удивление, CS2 показала действительно хороший рост в правильном направлении именно в 2024 году. Хотя, повторюсь, я собирался прям реально жестко негативить. Главное, чтобы они не сбавляли обороты, а только их наращивали. И это, разумеется, лишь мое мнение, потому что погрешности будут всегда. У кого-то, возможно, все осталось на том же месте. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, потому что хрен знает, что будет в будущем. Хотя мы знаем. Всем пока и удачи!